Друзья, привет всем, кто изучает русский язык с каналом Русториес. Сегодня я прочитаю вам авантюрную историю от лица скалолаза. Что заставляет людей идти в горы и с чего все начинается? Давайте разбираться. Первый раз на скалах я оказался, кажется, весной 2001 года. То были скалы недалеко от Приозерска. Поехал я туда вместе с братом, который на тот момент состоял в Петроградском клубе туристов. На скалах ребята оттачивали технику горного туризма, а в перерывах мы с братом просто лазали. Помню, было холодно. Тяжело так, что хотелось кричать, но еще больше хотелось долезть до верха. Тогда мне было 13 лет. Вечером мы собрались у костра и ели торт. А когда на небе появилась первая звезда, из рюкзаков достали вино. На скалах мне очень понравилось. Тот выезд привел нас с братом к важной мысли. Горный туризм и рюкзаки – это хорошо, но скалолазание куда круче. Дальше начались непрекращающиеся выезды на скалы, где мы только и делали, что лазали, ели и снова лазали. Еда, к слову, имела свойство заканчиваться, и тогда мы возвращались домой. Первая веревка, 50 метров, открыла нам новые горизонты. После школы мы ходили на заброшенное здание, этажей 10 в высоту, и спускались с него. Это было дико интересно и одновременно страшно. Когда спускаться просто стало неинтересно, я начал отпрыгивать от стены, как спецназовец, стараясь преодолеть всю высоту за как можно меньшее количество прыжков. А чтобы руки не плавились от резкого торможения, я одевал сразу по 3-4 пары кожаных перчаток на руку, которые таскал из маминого шкафа. Моим рекордом стало преодоление всей стены за 2 прыжка. К середине лета мы стали опытными скалолазами и хотели большего. Мы начали обсуждать поездку на Кавказ, где, по слухам, был рай для скалолазов. Каким-то чудом уговорили маму отпустить нас в столь дальнее путешествие и даже выпросить деньги на билеты на поезд. К тому моменту мне исполнилось 14, а Сереге 18 лет. Когда мы добрались до места и увидели первые скалы, мы были настолько взбудоражены, что не могли скрыть своего восторга и побежали к ним наперегонки, дико крича и улюлюкая. Мы уже никуда не хотели ехать. Нам нравилось тут. Жизнь была простой и счастливой. С утра уходили на скалы. В темноте возвращались. На завтрак всегда каша и банка сгущенки на двоих. Обед – спагетти. Ужин – рис с банкой рыбных консервов. На большее не было денег. Спустя пару недель мы познакомились с ребятами из Севастополя и по их приглашению перенесли лагерь к ним. Тут
мы зажили как короли. В рационе появились сыр и вино. По вечерам у костра ребята рассказывали истории об альпинизме и альпинистах. А по ночам, когда выходила луна, мы шли купаться на море. Но август, как и наши деньги, подошел к концу, и мы отправились домой. Дорога домой была непростой. Все, что помню, так это голод, медленный автостоп и периодические ссоры с братом. На следующий год, в августе, мы опять отправились на Кавказ, в Домбай, в этот раз втроем. К нам присоединилась Саша, девушка брата. Альпинизм, как и скалолазание, ее не привлекали, но привлекал Серега, и этого было достаточно, чтобы провести несколько недель в горах. О нашем первом восхождении я ничего толком не помню. Шли и дошли. Затем спустились. Зато хорошо помню, как долго потом болело сгоревшее лицо. День восхождения выдался солнечным, а крема от загара у нас не было. У нас вообще мало чего было. Поначалу, зная о злом солнце, мы заматывали лицо футболкой, оставляя прорези для глаз. Но дышать через ткань было неприятно, и в итоге я от этой идеи отказался. Следующие 2 недели я отрывал сгоревшую кожу с лица. Ох уж эта глупая молодость! После восхождения мы целый день отдыхали, катались по снежному склону, прыгали с разбега через трещины в леднике, каждый раз удивляясь их глубине. Ну а потом отправились в Нальчик, где посадили Сашу со снаряжением на поезд до Питера. Себе мы купить билет не могли, так как потратили все деньги на дорогу и продукты. Нас снова ждал автостоп. Обратно решили ехать не по прямой, а сделать крюк через Калмыкию, посмотреть степь. Это была роковая ошибка, так как, сойдя с основной трассы на Москву, наше передвижение замедлилось настолько, что порой мы предпочитали идти пешком, чем ждать попутку. Калмыкию посмотрели, степям удивились. До дома ехали дней 10, не меньше. Нас в очередной раз спасало добродушие встреченных нами людей. Бывало, идешь через поселок мимо женщин, продающих яблоки, а тебе раз – мешок яблок и 100 рублей в придачу. Просто так мы даже не спрашивали ничего. С тех пор я непробиваемый оптимист и всегда верю в людей. Доброго у людей куда больше, чем плохого. Так прошли первые 2 года моей вертикальной жизни. Так я стал скалолазом. Друзья, вот такие впечатления у нашего сегодняшнего героя. Но, по-моему, все-таки очень легкомысленное поведение. И я настоятельно не рекомендую вам
повторять описанные в рассказе подвиги. Все-таки скалолазание – это очень опасный спорт, требующий серьезной подготовки под руководством профессиональных инструкторов. У меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели этот выпуск. До встречи в следующих роликах. Огромной вам удачи и пока!